девушки, 4-й день практики, Анахата чакра, цвет зеленый. Она находится в районе вашего сердца. Из этой чакры женщина питает мужчину. Она его любит безусловной любовью из этой чакры. Но когда происходит разбалансировка, то есть вы даете из разных своих чакр, из всех чакр. Может быть, не из всех, но важно то, что вы понимаете, что вы отдаете больше, чем получаете. Что происходит тогда? Мужчина отдаляется, потому что он не может выдержать этого вселенского, космического замысла, этого пути вашего. Давайте посмотрим, что происходит. Здесь посмотрим, что происходит с мужчиной, когда он пытается, когда вы очень много даете ему из сердечного центра, из своего. Что происходит тогда? Ну, это ваш близнецовое пламя, можно так сказать, да. Когда вы из сердечного центра даете, у вас просто космическая связь. У мужчины, смотрите, карта какая. Видно будет или нет? Наверное, не видно. Здесь девушка и мужчина, и у них синергия происходит, просто тотальное вот такое вот напряжение между ними, огненный такой протуберанец между ними. Потому что женщина отдает себя всю. Да, вы отдаете себя всю ему через сердце. Вы знакомите его с космосом, а он что? Вы знакомите его с космосом. Вот девушка, это вот девушка. Она по планетам, то есть это ее среда, она течет, она как бы плывет в этом космическом пространстве. И вот что происходит с мужчиной. Понимаете, что происходит с ним? Это хтонь из него лезет, хищник. Хищник лезет, да? А это что? Вы знакомите его с такими глубинами подсознания, у вас активация происходит. Активация, пробуждение его души. Из скорлупы он как будто вылупляется. Ну, любовь происходит, да, происходит любовь. Но опять же, понимаете, это должно быть, чтобы базис был. То есть вот он дает вам из первой чакры, вы ему из второй. Он вам из третьей, вы ему из анахаты, из сердца. И вот тогда происходит любовь. Но все-таки что происходит с ним? Ну, понятно, у него путь открывается. Да. Просто показывают карты, что происходит с ним, если вы убираете эту зависимость от него. У него душа и вылетает из тела. Причем это какое-то взаимное страдание идет. Сейчас распакую, девочки. Вы в нем пробуждаете какие-то такие глубинные, которые он затолкал вовнутрь. Затолкал вовнутрь.
Смотрите. Девочки, вот сегодня у меня не получилось первый раз вам рассказать. Меня триггернуло просто интервью мужчины. То ли он психолог, то ли кто, в общем, опыт у него с близнецовым пламенем есть. Опыт. И вот он рассказал, как там, как с мужской точки зрения, как мужчина страдает и так далее. Ну, понятно это дело, что ему тоже больно. Но второе его видео я посмотрела, знаете, заглавие просто. Оказывается, можно любить двоих, троих, то есть как будто он рассказывает, ну вот, допустим, я женат, да, и я встречаю свое близнецовое пламя. И мужчина может любить двоих, может, да, и желает сохранить отношения с двумя женщинами. И это все камуфлируется под вселенскую любовь. Но это же любовь, это же вибрация любви, это такая чистота. Вот это вот все, девочки, это называется сжирать ресурс другой женщины и нести в семью это. Вот так это называется. Если жена узнает о том, что у него там появилось близнецовое пламя, неважно, подруга там, надо сворачивать манатки и уходить оттуда. Вот так. Если женщина внезапно узнает о том, что он женат, то же самое. Вот, девушки, кто встречал свое близнецовое пламя, будучи замужем? Скажите мне, пожалуйста, вы любите двоих? Я думаю, нет. Когда вы встречаете свое близнецовое пламя, вы понимаете, что все, что было до, это была репетиция вот к этому. Это была репетиция к этому. Там кармический партнер, скорее всего, муж. А близнецовое пламя — это у вас совершенно другие вибрации. Он чувствует на расстоянии вас. Он чувствует, что вы в воде, например, находитесь. Или чувствует, что вам жарко. Он чувствует даже, у меня такое было, он описал точное место укуса, меня укусила пчела, он точно описал, говорит, где укусил, то есть, а мы были на расстоянии. Вот это об этом. Потому что, говорит, у меня там заболело, у меня болит, и зудит все. Вот так. И любить двоих — это, в общем, не надо, в общем, красивыми словами говорить об обыкновенной страсти или воровстве даже, я могу сказать так. Вот так вот. Я все больше и больше уклоняюсь от темы, да, вы меня останавливаете, потому что я сейчас вдыхаем свое сердце, вдыхаем свое сердце. На уровне сердца уже легче чувствуется, что легче идет. Это как мы поднимаемся по вибрациям, легче идет. Вдыхайте свое сердце, любовь, свет. И выдыхаете боль, страдания, переживания по поводу этого мужчины, ваши ссоры, скандалы, все это выметайте из себя. Мы сейчас чистим это поле, оно будет огромное,
вашему мужчине тоже станет легче. Сегодня вы сидите на берегу океана. Вы видите и слышите шелест волн, прибоя, силу волн. И вы призываете этого человека к себе исцелить эту связь, а разорвать эту зависимость друг от друга. Потому что истинная любовь не приемлет зависимости. Она безусловна. Мужчина должен научиться любить вас безусловной любовью, как вы его любите. Вот так. Вы призываете этого человека. Называйте его имя. Можете ему сказать сейчас то, что чувствуете к нему. Сказать ему все то, что так долго держали в своем сердце и не давали выйти этим эмоциям, этим словам. Вы берете меч, клинок которого светится этим чистым светом. Вы видите перед собой этого человека, вы видите, в каких местах вы связаны, эти нити. Может быть, вообще нетривиальные места. Не обязательно это сердце к сердцу. Это может быть и ладонные чакры. Вот здесь и вот здесь. Потому что мужчина будет чувствовать. Однажды я своему любимому мужчине, и он же также является моим близнецовым пламенем, оставила подарок на прощание. Он уезжал, и я не знала вообще, вернется он когда-нибудь или нет. Я ему оставила подарок, я поцеловала его вот в это место. И этот поцелуй на самом деле исцелял его и ввел, как маяк, сквозь тьму. Он много раз мне рассказывал о том, что это тепло, которое он чувствовал через вот эту ладонную чакру, он прикладывал эту ладонь к своему сердцу и посылал мне любовь. Когда мы расходились, когда мы не понимали друг друга. Вы берете этот меч и разрезаете эту связь между вами. Могут палиться слезы. Это нормально. Девочки, у меня просто столько пить хочется. У нас предгрозовое состояние погоды сейчас. Ураган, торнадо я даже видела. Поэтому я живу в Южном Поволжье, и у нас
встречались колибри. Представляете себе, насколько сейчас планетарные изменения климата приводят к тому, что даже такие виды встречаются с экватора, да, с тропиков. Сейчас, девочки, вибрация в июле, с июля месяца. Вообще началось этот водораздел с июня, с середины июня где-то так, с 20-х чисел. И скакнуло уровень вибраций Земли на очень высокий. Очень высокий, там шкала Шумана, так называемая. Сейчас будут вытеснять, выметать всех тех, кто не проходит свои практики, кто залипает в горе, в страдании, потому что это низкие вибрации. Их всех будут выметать, вычищать. Поэтому, девочки, осознанно, у вас есть время, у вас есть ресурс поднимать свои вибрации. Просто поднимайте их. Мы сейчас в новой эре Земли. Итак, вы рассекли эту связь между вами, между мужчиной и вами. Вы благодарите его. Вы можете сказать все, что чувствуете. Я прощаю тебя. Я отпускаю тебя. Благодарю, благодарю, благодарю. Вы благодарите этого мужчину за тот опыт, который он вам дал. Что чувствует этот мужчина, когда вы разорвали эту связь? Давайте посмотрим. Что чувствует этот мужчина? Он чувствует любовь, он чувствует, как вы настолько ценная для него женщина, но как будто вы далекая, но он вас истинно любит. Желание у него просыпается к вам. Ревность, очень много мыслей крутится, соперников видит. Он чувствует, как произошел какой-то водораздел, какой-то раскол. И он, нехотя даже, вступил в обнуление, как будто он пустой. Как будто маяк его погас. Он не видит пути. У него эмоциональный раздрай. Но он чувствует, что вы уходите от него. Сильное притяжение к вам. Просто дичайшее притяжение. У него разбито сердце. Он начинает мечтать о вас, строить планы и делать выбор в сторону того, чтобы стать вашим мужчиной постоянно. А что он выбирает? Он выбирает, это тройка жезлов, он выбирает огни, видите?
выбирает. Кого он выбирает? Верховную жрицу. Видите, у нее наполнение идет из космоса, вот эта связь. Он чувствует такую пустоту, такую потерю, чувство потери просто. У него и по деньгам тут пойдет, и по чувствам бездуховности. Но это на самом деле, это высшие силы над ним творят суд, для того, чтобы этот мужчина наконец услышал свою душу и взращивал свое семя, не просто его расплескивал, а именно взращивал, сеял что-то, учился о чем-то, брать ответственность и помогать вам нести вообще груз ответственности, как бы. Он учится, тяжело ему это дается, капец просто, потому что карты говорят, вот он, паш мечей, обучение, да, тяжело просто, не могу, спускаюсь с горы, все свои манатки собрал, и куда ему? Это иерофант, это в духовность, это в возвышение своего духа. Трудно будет, ой, трудно. Даже не привык он так жить, не привык. Ну что ж тут поделать. Да. Теперь света белого не видит без вас. Только вы. О, ну вы, конечно, вы королева жезлов становитесь. Вы королева жезлов. То есть вы активная, деятельная, вы волшебница с палочкой волшебной в руках. То есть вы можете вообще творить свою вселенную так, как вы захотите, свой мир. Это творческая энергия, это наполнение, это огонь. Мужчина превращается, брюки превращаются вот в такого ангела, в защитника вашего, в оплот спокойствия, в вашу гавань тихую, в вашу тихую бухту, куда вы можете прийти. Вот королева жезлов, она очень активна, да? И когда она в его объятиях, этот мужчина дает ей спокойствие и уверенность, тихую радость и наполнение. Когда он не устраивает вам больше эмоциональных качелей. Девочки, вот этим своим действием сейчас, этими практиками вы открываете себе дорогу прямиком в изобильную семью, в процветание семьи. Да. Да, да, да. Сейчас у вас идет обучение этому процессу. Да, у нас с вами как будто мини-ретрит, но это так и есть. Практики мощные очень. Кстати, девочки, сегодня перед грозой я сделала для вас практику. Просто я вечером, видите, делаю для вас еще одну практику. Пока идут энергии. Так вот, я сделала практику и стала слушать ее, ну и проходить как бы параллельно. Что вы думаете, я заснула? Я заснула. Представляете, под собственный голос. Так, что мы посмотрим с вами? Мы посмотрим с вами, знаете что? Мы посмотрим с вами. Ваше движение, куда вас сейчас эта практика приведет? Давайте так. Куда вас эта практика приведет? Из разлитых чувств, из разочарования в любви, эта практика приведет вас к настоящей, глубинной,
божественной любви со своим мужчиной. Это пара, это истинная ваша пара. К вам придет. Потому что тоже дайте ему время, он должен сам пройти свои процессы, и он придет к вам. Либо он трансформируется и придет к вам, ну, либо уже отпускаете его насовсем. То есть, если вам не нужен этот человек, ну, значит, вот так. Вот, смотрите, на дне колоды десятка пентаклей, это опять семья. Процветающая семья. У вас опять эти практики запускают у вас глубинные изменения. Изменения у вас самих. Вы учитесь делать выбор, слышать свою душу. Девочки, просто разрывая эту связь, вы обретаете легкость и крылья за спиной. Наполнение чувствами. Сейчас вам будут дароваться свыше события, люди, обстоятельства, ситуации, что-то такое у вас будут распаковываться. Это даже может быть и не в материальном каком-то аспекте, да, а именно глубинно что-то для вас, вам Господь и высшие силы будут даровать, какой-то дар вам передадут через эти практики. Девочки, вы идете в мир, вы выходите в этот мир и начинаете светиться. Вы начинаете, у вас, во-первых, все 4 стихии в вас заключены. Вы это будете чувствовать. И вы сама будете воплощением Вселенной, мира. И ваши процессы придут к завершению. То есть вы уже с нового витка, как бы это новый виток будет, на другом уровне начнете свое движение. Ну, к вам понятно, проявление любви будет. Да. Вы идете в наполнение чувствами, вы идете в любовь, любимая женщина, вы любимая женщина. К вам приходит осознанность и мистик. Вы становитесь мистиком. Мужчина иерофант, вы мистиком. Это одно и то же, оно просто по-разному называется, да? Но немножко разные значения, да? То есть иерофант — это мужской тип, то есть он постепенно по лестнице вверх как будто идет через сначала низменные слои, его просто будет ломать, высшие силы его будут вот так вот, из него лепить настоящего мужчину, иерофанта, учителя для других, из мальчика в иерофантов. Представляете, какой прогресс? А у вас мистик, это человек, который сотворяет свою материю, свой путь, судьбу, буквально руками. Вот, я так захотела, вот так оно и выстроилось. Вы обретаете свободу. Свободу и движение. Крылья за спиной. Девочки, это, я не знаю, карта просто божественная. Великолепие Господне. Крылья за спиной с месяцами, да? И это колесница. Вам подвластны все животные. Здесь изображена женщина, что интересно. На колеснице. Обычно мужчина изображен в колоде на колеснице, а это женщина. Так, что дальше?
Вы идете в обучение, девочки, в познание. А что вы познаете? Понятно. Излечивайте свое сердце. Своим мечом сейчас вы излечиваете свое сердце. Отсекайте ненужные вам привязки. У вас начинается движение в материи. Любовь к себе пробуждается у вас. Любовь к себе еще раз. А у мужчины такой сижу, видите, он даже может быть похож на вашего человека. Господи, не фокусируется ничего. В общем, он сидит перед 3 чашами. Четвертую чашу ему дают, а он ее не видит, потому что он через апатию, через вот такое состояние, знаете, небе лежачего, он будет постигать. Да, он возьмет этот шанс. Девочки, у вас сейчас распаковывается ваша звездность. То есть проявленность, яркая проявленность в этот мир. Не только там в каком-то сообществе, да, вы будете светить буквально. Ваши таланты будут распаковываться, но через работу. Именно работайте. Работайте над собой каждый день. По справедливости у вас ценность. Вы осознаете свою ценность, свою глубинную ценность и по справедливости. В материи у вас движение будет. Удача. Кармический урок. Что? Прохождение кармического урока из жертвы превратиться в императрицу. Как вам путь? Из жертвы сразу в императрицу. Из человека, который висел годами в стагнации или в этом уроке, который не мог никак его пройти, сразу скакнуть в императрицу. Это вообще такая мощь. Какому мужчине это снилось? Вы такая сейчас лежите, видите, 9 жезлов. Такая девушка, ну только подойди ко мне, по башке сразу получишь, да? Вот так и есть. Опять у вас королева жезлов у вас просыпается. Страстная женщина, огненная. Вы этого пока еще не замечаете в себе. Через отшельника проходите сейчас. Да какая я королева жезлов, я отшельник, вообще меня никто не видит. Но на самом деле очень скоро. Что очень скоро? Очень скоро что? Ну скажите мне, что? В ваше пространство врывается некто рыцарь жезлов. Это мужчина страстный. Ну вот этот как раз. Либо этот, либо вообще в принципе. Да, нет, этот, у которого была без вас просто потеря вообще жизненного ориентира. Который висел, лежал, спал вообще годами просто. С любовью придет. Девочки, встречаем. С любовью придет. Что надо? Хочет, говорит, я хочу семью. Видите, опять. Я вам говорила про ладонную чакру. Вот она, ладонная чакра. Он говорит, я хочу семью, я тебе даю стабильность. Девчонки, представляете, это император. Он становится императором. И 10 пентаклей. Это для семьи. Мужчина идет к вам. Для семьи. Девочки, если вы одна, повторю, слушайте внимательно расклады.
К вам придет ваш мужчина для любви, для семьи. Ждем свой СВ, а не бросаемся на каждый вагон, который вдруг, откуда ни возьмись, захотел к вам проявиться. Давайте еще пару буквально. Ну, путь понятен, да? Примерно. Девочки, я говорю, это ничего страшного. Вы продолжайте дышать. Вы продолжайте дышать, вы продолжайте практиковать. Вы находитесь на берегу океана сейчас. Если вам нужно с этим мужчиной говорить, говорите ему. Все, что нужно, говорите. Это ваша медитация, это встреча ваших душ. А потом вы разрубаете эти связи и отпускаете его. И человек уже будет действовать на своем импульсе, во-первых, своим сердцем и своим умом жить, наконец, начнет. Потому что свобода воли – это превыше всего, свобода воли. Так. Исцеление идет. Исцеление вашего и его вот этой ситуации, когда вы долгое время находились в деструктивных отношениях, когда у вас была борьба, когда были низкие вибрации, когда была ревность, когда агрессия была какая-то. Вот это все прекращается просто. Чего? Сейчас, девочки. Поняла. Это ваша родственная душа, вот этот мужчина, да? И этот урок вам с ним взаимодействие тяжело давалось, тяжело проходить это все. Но вы сейчас прокачиваете опять свою верховную жрицу. Кошечка такая вот, верховная жрица. Видите, с метлой. Кто это? Баба-йога, да? Баба-йога. Здесь изображен Стоунхендж и солнце, в общем, аркан солнца. Такой заяц, на самом деле, сидит около вот этого Стоунхенджа. Расцвет вашей жизни. Из каждого расклада в расклад солнце, 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 солнце. Границы свои сейчас будете осознавать. Проработайте эту тему, и это будет по справедливости. А еще что по справедливости? Это мужчина, да? В общем, через боль он начнет осознавать, что он должен вам давать. И он кучу чего вам должен. Что он должен вам семью. Вот так. Семью и семью в смысле как клан даже. То есть это процветающая, настолько мощная группа людей, да, между которыми не только чувства, но и в материи проявленность. И он это поймет, что он вам кучу всего должен. 6 монет и 10 монет. Что я должен ей семью вообще-то. Вот так. 10 мечей заканчиваете вы. Что очень быстро. Все понятно. Вы заканчиваете период обмана и предательства, манипуляций и лжи.
просто вот разрубая сегодня эту связь именно на сердечном центре, вы открываете свое сердце, оно начинает вибрировать у вас на другой частоте. И мужчина ваш точно так же прекращает вот этот паттерн поведения. Вы становитесь любимой женщиной, любимой. Вы становитесь женщиной, проявленной в материи, прекрасно зарабатывает, мама, может быть, бабушка даже, женщина, которая красивая, процветающая, наполненная, спокойная. Ну, это вообще, кстати, очень классное сочетание королева кубков и королева пентаклей. Потому что, смотрите, если королева пентаклей только бы, ну, это, знаете, женщина-хозяйка. Вот она хозяйка, ну, хозяюшка, понятное все дело. Но с королевой кубков, это еще и чувственность. То есть у вас и любовь, и хозяйственность, и чувственность, и сексуальность, и наполненность эликсиром этим божественным, и проявленность в материи. Просто сказка, а не женщина. Мужчина никак не может пройти этот урок, что он должен наполнять ваши кубки и желания ваши исполнять. Ну, понятно. В общем, смотрите, у него будет медленное продвижение в материи, очень медленное, пока не поймет. Пока будет бороться с вами, если будет бороться с вами, то вот что он будет получать? Он будет получать медленное продвижение в материи, то есть это такой заработок, ну, не очень, потому что он борется с вами. А ему нужно пойти в изменения. Стать королем жезлов он должен. Активным мужчиной, проявленным мужчиной. Да, а сейчас будет выйти на Луну пока вы сердце вот это вот. Все. Ну, понятно. Он воет на Луну, а вы такая холодная дама с мечом. Ну, подходи, давай, секирбашку тебе сделаю, да? У вас новое начало будет. Так, это что такое? Что за... Поясните, пожалуйста, я не понимаю, чего это такое. Угу. Ну, и через отшельника что? Вы становитесь королевой жезлов. Вы отправляете мужчину в отшельника, если он к вам проявляется как несдержанный подросток, который разбивает вам сердце. Короче говоря, если он будет проявляться к вам, смотрите на его действия. Смотрите прям внимательно на него. То есть, если он по-старому к вам припрется, сразу отсекаете. Королева жезлов, она не скупится, она сразу просто огнем высекает это все. Вам это не надо. Вам это не надо. Вы сейчас жадно до своего ресурса. Вы свою энергию всю собрали себе. Все, никому теперь не дам. Проявляйся нормально. Что ты проявляешься-то как? А он долго лежал в стагнации, вообще ничего не делал. Холодный. Не проявляется ни чувств, ни эмоций, не дает женщине вообще какого-то понимания, кто она для него. Ну, понятно, она ушла. Конечно, она ушла. Ты так относишься к нему. Девочки, этому смерть приходит. Все. Все, трансформация идет тотальная.
Мелкие проявления любви. Так, выбор чего? Он идет в Иерофанта. Вы своим четким пониманием своих границ, отсечением всех привязок, и вы как будто улетаете, влетаете в свою жизнь с крыльями за спиной. Вы тем самым взращиваете мужчину до Иерофанта. Ой, у него там будет в голове вообще, вы не представляете, что. Но в итоге с любовью придет, с любовью. Любовь настоящая. Сила и любовь. Очень сильная любовь будет проявляться у него к вам. Так что это на дне колоды то, что мы сегодня и делали с вами. Это туз мечей. Отсечение привязок. Потому что привязки — это по нижним мирам все идет. Мы с вами освобождаем это все. Так, я хочу еще на вашей колоде. Не получается у меня на 10 минут сделать. Хочу посмотреть на ваше состояние. Вот такая была. А вот такая стала. Пошла в свою жизнь. Сейчас. Вот. Танец вашей жизни начинается сейчас. Вот она, девушка. Цветение. В духовность идете, да. Практики делаете, прямо это показано. С детьми начинаете, наконец начинаете всю свою любовь отдавать тем, кому она необходима, вашим детям. Если, девочки, у вас нет детей, вы найдете, кому отдать свою любовь, и не мужчине. И к вам идет настоящая пара для вас. Настоящая пара, любовь. Принимайте.